Ну что, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами гемолог Ольга Меликян. Сегодня у меня будет интересный выпуск, посвященный замбийскому изумруду. Мне предоставил владелец этого камня камень для изучения, исследования и получения оценки стоимостной, на этот камень. Это замбийский изумруд, родом из Замбии. Этот камень владелец продает, но хочет он за него 55 тысяч долларов. Но чтобы мне понять, насколько адекватна цена и попадает ли она в коридор реальной стоимости, мне нужно камень диагностировать, исследовать и оценить. И сегодня мы с вами этим и займемся. Сюда, в это видео, я буду выкладывать буквально результаты своих исследований и диагностики. Полное же видео можно будет найти на Бусти. Это далеко не всем интересно, больше, наверное, тем, кто посвящен в гемологию и, как говорится, работает непосредственно с замбийскими изумрудами. Ну, а для вас непосредственно самая главная польза будет заключаться в том, что если вы захотите приобрести замбийский изумруд, у вас будет четкое понимание, на какие факторы нужно обратить внимание и что важно, чтобы сделать свою собственную оценку этого изумруда, не доверяя только лишь словам продавца. Сегодня у меня вот такой вот красавец. Особенность этого камня состоит в том, что согласно сертификатам он полностью не обладает облагораживанием, то есть в нем нет вообще масла, представляешь? Это огромная редкость. Я, честно говоря, на своей практике такое встречаю впервые, поэтому мне очень интересно и не терпится его изучить внимательно. Что он такой зеленый, я таких и не видел. Да, он очень зеленый, у него насыщенный зеленый цвет, смотри. Мы, кстати, когда съемку делали на улице, днем, я хочу сказать, что у него еще неон невероятно сильный. Замбийские изумруды на сегодняшний день составляют где-то порядка 30-40% от общих мировых запасов, то, что представлено на мировом рынке. Главные два месторождения – это Кафубу и Мусакаши. Вот. Чем принципиально отличаются, например, замбийские изумруды от колумбийских? Они отличаются происхождением. Не в смысле страны, а в смысле генезиса, то есть в каких породах. Глобально, если мы берем, то колумбийские изумруды – это гидротермальное месторождение. Месторождение замбийское – это сланцы. Вот. Например, к такому же типу месторождения относится наш Урал, Эфиопия, к примеру. А что можно сравнить, в частности, с Колумбией? Можно сравнить, например, китайское месторождение изумрудов. О нем мало кто знает, но тем не менее оно есть. И, конечно же, панджерские изумруды родом с Афганистана. Замбийские изумруды чем хороши? Они прочно вошли уже на рынок, устоялись. По ним очень много информации, очень много литературы. Они, в принципе, изучены, я бы сказала, как Колумбия, от и до. Что я вижу по чистоте? Если мы берем российскую систему оценки, там 3 группы чистоты, то камень четко подпадает под категорию 2. То есть у камня есть включения, они заметны не только в лупу, но и невооруженным глазом, я их вижу. Вот. Но, тем не менее, камень полностью прозрачный, то есть нет непрозрачных участков, ореолов, поэтому это характерно для третьей группы. А для второй характерно, что камень полностью прозрачный, и эти включения не такие значительные, то есть они не занимают весь объем камня. Поэтому это вторая группа, здесь четко это можно заметить. Там я вижу даже минеральных много включений. Будет интересно посмотреть, кстати говоря, в микроскоп. Я думаю, что для замбийских изумрудов, как и для колумбийских, характерны свои включения определенные, на основе которых чаще всего диагностируется именно регион добычи камня. Отдельно хочу сказать про цвет в этом замбийском изумруде. Что вижу я? Исходя из того оттенка, который присутствует, я бы обозначила цвет этого камня по международной системе как Vivid Green.
потому что у него сильная яркость этого камня, хороший зеленый цвет. Второй момент, и кроме того, он именно демонстрирует тот самый Vivid Green, который мы ожидаем увидеть в изумрудах. По российской системе оценки существует всего 5 групп для оценки изумрудов. Это ТУ, которые были разработаны еще в советские годы, но тем не менее, несмотря на это, до сих пор все абсолютно гемлаборатории российские работают по этим ТУ. Так вот, причем они были разработаны для малышевских изумрудов, а не для колумбийских или еще каких-то. Тем не менее, 5 групп цвета, да? Темно-зеленый – это первая группа, второе – средний темно-зеленый, третья группа – это средний-зеленый. У нас получается по цветовой градации это средний темно-зеленый. То есть средний темно-зеленый. Вторая группа. Но по международной системе как первая группа, так и вторая группа могут спокойно характеризоваться торговым цветом Vivid Green. Понимаешь, да? То есть дальше, например, просто Green, это уже третья группа и далее. Но именно Vivid Green вполне можно отнести и первую, и вторую группу. Кстати, у меня есть сертификаты на эти камни. Давай посмотрим. У меня этот камень владелец сертифицировал в 2 лабораториях российских. Это МГУ и МГЛ. Ну, начнем с МГУ. Причем не так давно, буквально там, я так понимаю, в декабре, что ли. Смотри, значит, что мы видим? Мы видим по характеристикам российским категория цвета 2, чистота тоже вторая группа, собственно, как я и тоже подтвердила. Ну, по международной системе они ставят VS и Strong Slightly Bluish Green. Ну, на самом деле, конечно, цвет все-таки, согласись, отличается вживую от того, который на фотографии, да? То есть я, например, оттенка голубого практически не вижу. Вот, то есть в моем понимании это классический Vivid Green, который и должен быть в изумруде. Вот, да, если мы возьмем там самые лучшие топовые образцы, там, в частности, колумбийских изумрудов, насыщенность будет еще сильнее, да, еще ярче. Вот, но вполне эта категория цвета относится к торговому названию цвета Vivid Green. Так, а что у нас во втором сертификате уже МГЛ? Изумруд относится к третьему типу, кстати говоря, чистоты. Для него вполне характерны включения. Поэтому наличие включений, если их не слишком много, они не портят прозрачность, то принципиально на стоимость особо не влияет. Так, что мы смотрим? Значит, по русской системе они тоже ставят цвет 2, чистота вторая категория G2. Вот, тоже определили, что это Замбия. Вот, и по торговому названию цвета они ставят Vivid Green. Ну, собственно говоря, я тоже была в этом полностью уверена. Вот здесь, кстати, картинка по цвету немножко отличается. Смотри, я даже могу сравнить, да? Интересно, то есть у всех, ну, скажем так, эти фотографии не делаются вне масштаба, да? Вот, но все равно у каждой лаборатории по цвету, согласись, отличается. Вот. Заметна разница, правда? Кардинально. Да. Вот это. То есть такое ощущение, как будто бы про 2 разных камня речь идет. Здесь даже какие-то голубые тона. Да. И посмотри на сам камень, да? Ну, то есть, как бы даже ближе МГЛ в этом смысле по фотографии была именно по фотографированию цвета. Ну, конечно, понятное дело, они оценивают цвет-то не по фотографии, а вживую. Вот. Тем не менее, и та, и другая лаборатория, я считаю, абсолютно корректно и правильно поставили цвет и чистоту по российской системе. Вот. Единственное, что я с уверенностью могу диагностировать этот цвет как Vivid Green. Ну что, идем дальше. Я посмотрю сейчас показатели на рефрактометре, посмотрю анизотропию в полярископе. И дальше мы перейдем к самому интересному. Это проверка в ультрафиолете. Да? Почему? Потому что если, например, камень залит смолами, полимерами и так далее, особенно цветными, это будет очень хорошо заметно и видно в ультрафиолетовом исследовании. Вот. Воспользуемся еще фильтром Челси и перейдем к самому главному, это к микроскопу, чтобы определить регион добычи, постараться, и отсутствие промасливания. То самое интересное, за что, как говорится, этот камень и получил такую особую оценку. Давай начнем. Отлично. Ну что, рефрактометр.
Чем хороший рефрактометр? Он работает и от адаптера, и от батареек. В данном случае у меня он работает от батареек. Сейчас проверим. Да, включился. Все окей. Жидкость. Ну, для работы с рефрактометром однозначно требуются перчатки, потому что жидкость токсичная, поэтому, безусловно, работать лучше в перчатках. Кстати, кому интересно, в принципе, начать использовать и учиться этим прибором, приглашаю всех на гемологический интенсив. Он состоится 12 апреля в субботу, и мы за один день прокачаем наши с вами навыки работы с гем-инструментами, да, те, которые можно всегда использовать в полевых условиях. У меня, кстати, очень интересная история произошла. Вчера написал один из учеников, который еще из первого выпуска был, ну вот, и знаешь, что он написал? Он написал, что купил себе гемологический набор типа моего, да, вот этой вот гемлаборатории, и уже вовсю начинает активно использовать в работе с камнями. Представляешь, прям приятно было. Вот, что так вот вышло. Здорово, да? Кому нужно, пишите в Телеграм. Все мои контакты вы увидите в описании. Угу. Так, где у меня тут тетрадочка с подсказками? Угу. У меня 576 до 602. Угу. Да, совпадает с индексом рефракции изумруда. Ну что, тест на рефрактометр камень прошел, переходим к полярископу. Итак, посмотрим на полярископе, что мы будем смотреть. Это эффект, как проявляется анизотропия, потому что группа бериллов – это камни анизотропные, то есть к ним относятся и в том числе марганиты, и в том числе аквамарины и так далее. Просто зеленые бериллы, изумруды – это все, в общем-то, один и тот же минерал. Вот. Кладем наш камень. Ну вот он начинает проявлять абсолютно все классические варианты, то, как это должно быть, как и должен проявлять себя анизотропный минерал. Наш изумруд подтвердил факт того, что камень анизотропен, поэтому все согласно, как говорится, тем свойствам, которые должны быть у камня. Сейчас я предлагаю посмотреть, как реагирует замбийский изумруд в ультрафиолетовом свете и в том числе через фильтр Челси. Посмотрим, как он себя проявляет. Мне для этого потребуется желтый свет и фильтр Челси. Сейчас, в данном случае, наш изумруд проявил себя именно так, как мы того ожидали от замбийского изумруда. Продолжаем нашу диагностику. Сейчас второй вариант – это ультрафиолет, которым я буду работать. Для этого мне нужно выключить этот цвет, включить ультрафиолет. Никаких полимеров, да, ничего этого в камне нет. Но мы, конечно, это еще раз посмотрим в микроскопе. Итак, мы с вами сейчас посмотрели основные полевые приборы, то есть камень как реагирует именно в этих приборах, и он реагирует абсолютно характерным образом, как и должен реагировать изумруд, причем изумруд с высоким содержанием железа, в частности замбийские изумруды этим отличаются. Еще буквально пару слов хотела сказать про огранку. Дело в том, что когда огранка является коммерческой, то есть когда делают октагон, да, и увеличивают павильон, то камень практически не играет. В данном случае павильон нормального размера, нормальной глубины, и это показывается, я не знаю, камера передаст или нет, но я вижу, что камень хорошо играет, да, что у него нет темных зон, у него нет сильных окон, которые бы принципиально портили, потому что огранка тоже очень влияет на стоимостную оценку. Если
огранка коммерческая, то камень снижает в стоимости до 30%, и это просто по умолчанию. В данном случае по огранке можно уверенно поставить характеристику very good. Плюс мы с вами уже определили категорию цвета Vivid Green, да, категорию чистоты, вторую по российской системе оценки и вторую по цвету, если мы берем российскую систему. Сейчас я расчехлю микроскоп, настрою его, и что я буду проверять? Я буду проверять два момента. Первый момент – это отсутствие масла, да, как это заявлено в сертификатах, я хочу в этом лично убедиться. Это первый момент. Второй момент – принадлежность этого изумруда именно к замбийским, потому что есть определенные характерные включения, которые характерны именно для замбийских изумрудов. Ну и третий момент – это то, что у камня нет каких-то принципиально грубых вариантов облагораживания, то есть не только масло, но, например, использование полимеров, цветных смол и так далее. Это тоже я посмотрю в микроскопе. Ну что, я тогда начинаю. Кофейку попьем перед микроскопом. Да и так поговорить хочется. За жизнь. Слушай, я вот хотел тебе вопрос задать. А возможно такое быть, что, в принципе, ну вот тоже изумруд, Vivid Green, допустим, да, похожая каратность, тоже Замбия, может быть даже характеристики повыше, а стоит значительно дешевле. Такое может быть? Вообще, почему я этот вопрос задаю? Вот буквально недавно нам показали такой изумруд, и там пытались сравнить с нашим, ну вот с этим вот в данном случае. И там чуть ли цена не в 2 раза дешевле, но мне показалось, что что-то с ним не то. Смотри, здесь случайности не бывает. Дело в том, что здесь совокупность факторов приводит к определенному результату. Если один фактор хотя бы чуть-чуть проседает, буквально чуть-чуть, огранка, например, да, отсутствие неоновости, цвет не такой, как надо, не дает игры камень, да, опять же, из характеристик огранки самой по себе, либо сам по себе камень такой. Это все приводит к тому, что вот мы получаем результат. Плюс еще промасливание. Все-таки оно тоже влияет, и на цветовосприятие тоже оно влияет, да, на игру самого камня, потому что камень промасленный, он, ну, чуть-чуть по-другому выглядит в любом случае. И что получается? Бывает даже так, вот эти вот ТУ, которые были разработаны, там, 1, 2, 3 и так далее, цвет 5, между первым и вторым действительно разница небольшая. Вот я тебе сегодня ее показала, да? Бывает так, что, например, с характеристиками 1.1 камень попадается, да, там тот же замбийский, а он вообще не играет. У него окно на пол камня, понимаешь? А потому что, извините меня, огранка коммерческая, да? Либо павильон очень маленький, либо он очень глубокий, но игры это нет, то есть обратно не получаем ту самую красоту цвета, которой раскрывается изумруд. И это приводит все к тому, что мы смотрим на камень, у него характеристики по российской системе 1.1, он стоит там в 2 раза дешевле, условно говоря, но, извините, разница между ними, вот просто положи 2 камня, да, и ты все равно выберешь тот, который красивее играет, у которого цвет красивее, да, кто раскрывается интересно, да, у кого блики появляются, у кого есть элементы неона, то есть ты даже не зная, не знаком вообще с этой ситуацией, ты все равно выберешь тот, который для тебя в твоем восприятии будет интереснее. Ну и окно, видимо, надо убирать. Ну, проблема-то с окном в чем? Это же все-таки изумруд, да? Это 3-й тип чистоты, не надо забывать. Ты можешь просто потерять камень. Ты можешь не обойтись При переогранке. Конечно, просто полировкой ты не исправишь окно. Понимаешь? Это многие так думают, ой, окно это ерунда, это быстро поправить. Ничего это быстро не поправить. Потеря веса составляет 40% минимум. Ну да, минимум. Это, дай бог, тебе повезет, камень не раскрошится. То есть, получается, он в 2 раза дешевле. Мы убираем окно, теряем веса, там, половину. Да. И он, получается, в 2 раза меньше. Он по в 2 весу, раза меньше, а цена но уже такая же сразу получается. Но цена будет выше. Ну, ты потерял, потому что... Да, но понятное дело, за счет каратности примерно столько же получится. Ну, скорее всего, даже меньше. Из расчета на карат, вот то на то и получается. Да, но просто как бы зачем заморачиваться, если и так купят, правильно?
Ну вот, многие же Ну по да. такому принципу живут. Это на самом деле иллюзия, что там на тех же майнах, что люди, например, кто добывает, да, там ребята, кто работает в шахтах, да, что они вообще ни в чем не разбираются, такие тупые, что не отличат там от стекло от минерала, это неправда. Они тоже не дураки, они тоже понимают прекрасно, что вот, например, за такой замбийский изумруд, Vivid Green, они получат больше, чем за забитый какой-нибудь темный, почти черного цвета. Они в этом смысле не дураки. Вот в этом восприятии они четко понимают, за какую копеечку они дерутся. Другое дело, что огранчик, например, при месторождениях, он работает от, грубо говоря, каратности. То есть вот ему дают кусок сырья, кристалл, да, ему нужно огранку сделать. И ему говорят, максимальный вес туда засунь, мне без разницы, какую ты огранку сделаешь. И что он начинает делать? Он начинает тянуть павильон, вытягивать его, делать большую корону. То есть непропорциональную огранку он делает, да, то есть некрасивую, несимметричную. Да, каратов полно. Да, Он лишь- свои 3 копейки заработал, да, потому что это стоит недорого. Ну вот, 3 копейки он свои заработал на 3 копейки больше, но ты-то получил не камень, а фигню в итоге. Ну, А да, её надо переогранять. переогранять для тебя это риски, потому что это второй раз для тебя стресс. Первый раз стресс из кристалла получить огранку качественную, а второй раз стресс из вот такой вот некачественной огранки, например, да, сделать хорошую, как вот, например, А вот, кстати, у вот этот этого вариант. огранка, я так понял, здесь в России делалась. Это российская огранка, это Мгм. октагон. Вот, и здесь, обрати внимание, абсолютно нормальные пропорции. И по ширине, и по высоте, и по павильону. Я, помнишь, еще показывала специально, что павильон не перетянут. Он Ну не да. завален в одну сторону, в другую, тоже бывает. Почему заваливают, например, павильон? Не потому, что они косоглазые, а потому что, например, кристалл заканчивается в этом месте, да, и у него нет объема. И чтобы сохранить, опять же, массу, нарочно заваливают павильон. Представляешь, даже так делают. Что-то уже себе примеряешь? Я хочу Ну, кстати, этот изумруд. ты знаешь, вот я тебе так хочу Блин, сказать. да я вообще Я как он вообще будет. раньше, вот, я не знаю почему, но я к изумрудам настолько была спокойна. То есть я не могу сказать, что я прям совсем равнодушна, но я на них смотрела, они меня как-то, ну, не цепляли. Но вот этот вот камень, я его вот уже несколько дней хожу, смотрю, и ты знаешь, он начинает магическим образом действовать, да, то есть Да. я начинаю прям всматриваться, мне нравится туда смотреть, размышлять, я отлипнуть от него не могу. Ну, Пушкин же говорил, да. Что-то в этом есть Ссылка, такое. пришлите мне мой изумруд, мне грустно без него. Да. Ну, получается, за Что-то в этот этом камень есть. уже в нем все риски уже были заложены. То есть, ну, это если подтвердится, да, что у него сейчас мы сейчас в микроскопе посмотрим включение, посмотрим трещины, посмотрим масло, если увидим, то, в принципе, если он no oil, Ну, он чтобы с сделать такими вот такой характеристиками. вот такой вот камень, да, кристалл должен быть вот такой примерно. Ага. То есть я не могу сказать, сколько это в граммах, но Ну я да. точно знаю, сколько это в размерах. Это вот минимально. Ну да. То есть, чтобы получить вот такой вот, ну, понимаешь, да? То Ну есть да, то есть человек это заплатил надо вот за понимать. такой кристалл. Да, такой кристалл Ну огранил вот, да. и получил вот такой вот камень. Все понятно. Не, ну, чудес не бывает. На самом деле, Справедливо. я давно это понял, что за 3 копейки ты никогда серьезную вещь не Ну, найдешь. конечно, когда ты видишь изумруд не промасленный, вообще не промасленный, это, конечно, ну, это подкупает, согласись. Такое один раз только показывал Дон Виктор Каранса, когда, помнишь, Да, сам, да, вот да. это изумруд. Да, Видите, но у вот него, мы он, его достали, по-моему, огранили. карат 50 был, что ли, там, что-то здоровый Да такой. нет, по-моему, Нет, я помню пятнашечка. большой. Небольшой был. Он Да? вот так вот он стоял, показывал. Вот это изумруд, ребят. Он, Подожди. кстати, очень похож на этот. Ну да, но там Колумбия, здесь все-таки Замбия. Ну ты знаешь, Понятно. вот Колумбия раза в 2 дороже замбийские- будет, да? Вот, Да. вот такая. А может и даже в 3. Нет, не в 3, в 2. Мгм. Замбийские изумруды, они же вот если брать в основном сырье, оно достаточно темное. Вот, и это как бы, ну, такой Мгм. основной характерный признак. Поэтому, когда попадаются вот такого цвета камни, да, Мгм. то есть со средней насыщенностью, не с Мгм. вариантом, что не совсем темные, вот, это, конечно, выбивается из общей массы принципиально. Вообще, то, что его не промаслили, и он дошел в огранке, да, грубо говоря, до нас с тобой практически, да, это ну, просто чудо, потому что их, в принципе, промасливают на майнах. Слушай, он нюнит как лагун. Да.
Красив, правда? Да, вообще, и это изумруд. Он неонит как лагун, но при этом в нем практически нет этого голубого оттенка, то есть он именно зеленый. Да нет Вот. никакого тут голубого. У него, кстати, есть легкий эффект плеохроизма. Я когда делала в полярископе, анизотропно смотрела, поворачивала камень, и он прямо с зеленоватого на голубовато-зеленый переходил. Прямо это отчетливо было видно. Я не знаю, ты заснял, не заснял полярископ, это можно будет потом заснял. посмотреть. Ну, посмотрим. Интересно. Ну, камень, конечно, интересный. Сейчас буду рассматривать в микроскопе, думаю, много чего увижу. Я уже вижу там, я видела, когда в лупу смотрела, там есть и минеральные включения, и, я думаю, газово-жидкостных полно. В этом тоже образец интересный, характерное включение изучить сейчас. Да, но в изумруде что приятно, там есть включения, их можно изучить, диагностировать, понять, что это как, поэтому в случае изумрудов включение это не просто подтверждение там факта природности и так далее, это все-таки регион добычи. Нравится нам или не нравится, но Колумбия, например, самый дорогой изумруд. Хотя бывает по цвету ты не отличишь изумруд Колумбии, ну то есть бывает попадается изумруд Замбии, да, бывает с похожим очень цветом, но колумбийский будет стоить в 2 раза дороже. Ну, то есть колумбийский на сегодня, от 100 тысяч долларов. Ну, это 20 тысяч долларов за карат и далее. Ну, да, где-то от 100 тысяч До получается за такой камень спокойно. Вот. Ну, ценник на них растет, как тебе сказать, это не какой-то там модный камень, который вот никто не знал, потом вдруг раз он поднялся в цене, а потом неизвестно, что будет, как бы будет расти, не будет или замрет. Это, как говорится, со времен еще конкистадоров, камень проверенный, даже не столетиями, а тысячелетиями просто. Ну, вот. Еще со времен шахов, Нефертити, Клеопатры и так еще, далее. Еще глубже, да. Поэтому эта история вообще уходит. Ну да, изумруд это изумруд. Инки, майя, там вот эти все. В мире инвестиций голубая фишечка. Ну, поэтому это и камень первого порядка. Ну, кстати, продавец все официально делает. То есть продажа будет продажа полностью, по законам РФ, все, да. Да, то есть у него компания, он полностью все сделает четко, то есть проблем. Отлично. Вот. Отлично. Да. Обожаю таких партнеров. Я вообще обожаю партнеров, которые, как сказать, приносят крутые камни. Вот честно, знаешь, я, например, понимаю, что я не могу поехать на все месторождения этой земли, да, то есть у меня ни жизни не хватит, ни, может быть, денег, возможностей, я не посещу все абсолютно месторождения, но то, что мне периодически привозят эти камни, я понимаю, какой большой путь они проделывают до того, чтобы этот камень оказался здесь, это, конечно, подкупает, и я своим партнерам очень благодарна за это. Это просто очень круто. Вот. И мне всегда приятно показать такого плана камни у себя в канале, потому что я понимаю, что из скольки тысяч камней он был выбран, понимаешь? То есть сколько было всего сделано, сколько там, то есть человек и деньгами вложился, и рисками, и логистикой, да, там, и куча всяких опасностей было, что этот камень просто не дойдет, ну что угодно с ним случится. Ну вот, но этот камень здесь, и это здорово, это вот, знаешь, как торжество такое для меня это радость. Ну да, здесь это в России, в Петербурге. Да, потому что я могу с ним лично поработать, поиграться, как говорится, ну, да, как ты говоришь, поиграться. Нам поиграться, а другим людям наслаждаться. Не, ну какие-то камни я тоже себе выбираю. Но с таким камнем самореализация, самовыражение будет в абсолюте, мне кажется. Да, он, конечно, очень красив. Он интересен. Сейчас мне прям не терпится уже кофе допить, в микроскоп посмотреть. Ну что, я уже поставила свой замбийский изумруд в микроскоп и уже даже нашла буквально через пару минут тот минимум, который я, в принципе, планировала найти, но я сейчас еще посмотрю камень. Что характерно для замбийских изумрудов? Для замбийских изумрудов очень характерны трубчатые включения, а также наличие чешуек следы. Причем они такой округлой формы, они могут быть зеленоватые, могут быть даже коричневатые, вот, но это очень-очень характерно. И я буквально пару минут как прошло, суть в чем? Есть особенность искать эти трубчатые включения и блочные включения, очень характерные для замбийских изумрудов, нужно именно перпендикулярно оптической оси. Главное, суть
вот с учетом того, что гранят камень, да, то есть вот здесь вот площадка, да, таким образом, да, то есть вот это главная оптическая ось, вот это вот площадка, то смотреть нужно, грубо говоря, вот со стороны, ну, не совсем на 180 градусов со стороны павильона, а где-то под углом. И очень хорошо можно сразу подцепить вот эти вот трубчатые блочные включения. Я прямо сейчас, буквально пару минут прошло, я уже вижу первое трубчатое включение. Вот оно. Ой, так, сейчас, секунду. Вот оно. Многофазное включение, трубчатое, где и газовая, и жидкая зона, и твердый минерал присутствует. Это вот характерные трубчатые включения именно для сланцевых месторождений изумрудов, в частности для замбийских изумрудов. Если, например, сравнивать с колумбийскими изумрудами, то у них многофазные включения, они, во-первых, трехфазные, во-вторых, они выглядят по-другому, они выглядят больше как такая рваная молния, да, там и так далее, то есть у них такие очень острые края. Вот именно блочная структура, да, потому что здесь не только один, вот рядом еще ниже, да, блочный вариант, вот тут, вот, то есть их большое достаточно количество. Это вот типичный, характерный признак именно месторождений изумрудов в сланцевых породах, которые формировались. Вот, сейчас посмотрим еще, а также понаблюдаю именно за наличием, был ли факт промасливания или не был, это хорошо видно по каким-то трещинкам, да, и по тому, как они себя проявляют в микроскопе. Нет. Ну вот, более-менее видно. Вон. Мгм. Такие вот все полукруглые, закругленные, полуквадратные такие. Это многочисленные маленькие чешуйки слюды. Мгм. Вот. Они могут быть либо как зеленого цвета, либо, ну вот у меня в микроскопе они больше как коричневого цвета показываются. Вот, от коричневатого до зеленого, вот примерно так. Вот. И они на разной глубине, их бесчисленное количество. Вот, их достаточно много. Вот. Теперь, то есть очень много характерных включений именно для замбийских изумрудов. Теперь я сейчас посмотрю на небольшие трещинки и посмотрю, был ли факт заливки чем-нибудь этих трещин, потому что будут характерные такие ореолы вокруг них. И, в принципе, эти трещинки будут выглядеть таким характерным образом. Сейчас мы это тоже посмотрим. Сейчас вот найду какой-нибудь. Вот тут. Итак, я посмотрела замбийский изумруд, посмотрела на всех приборах, оценила его качество в микроскопе, определила, что да, у него действительно не было факта промасливания. Первый момент, второй момент, действительно это замбийский изумруд. Его цвет соответствует Vivid Green и вторая категория чистоты по российской системе оценки. Что еще хочу добавить? Хочу добавить, что этот камень имеет показатель веса 4,96, и в принципе, если мы берем там, мировой рынок, да, на который поступают замбийские изумруды, это редкость, отсутствие промасливания в замбийском изумруде. Что касается ценообразования, в среднем 5-каратный замбийский изумруд, начальная цена это где-то от 12-13 тысяч долларов за карат, то есть если мы берем эту каратность, это в районе 60 тысяч долларов за камень. Продавец хочет 55, на мой взгляд, это хорошая цена, с учетом того, что камень действительно не подвергался облагораживанию, не подвергался промасливанию, это, я бы сказала, даже с небольшим дисконтом. Вот, поэтому мой вывод, запрашиваемая цена полностью соответствует тем характеристикам, которыми обладает сам замбийский изумруд. Уважаемые зрители, подписчики, надеюсь, что это видео вам было интересным и в какой-то степени полезным. Ведь часто бывает ситуация такая, что хочешь купить какой-то драгоценный камень, выбираешь, но не знаешь, на какие критерии обратить внимание. Я надеюсь, что вот работа сегодня с небольшим количеством приборов, да, помогла хотя бы примерно понять, в какую сторону смотреть, что искать и на что акцентировать внимание. Вот.
Конечно, если вы хотите уже самостоятельно обучиться работе с такими полевыми приборами, да, и более детально уметь лично работать с ними, то, конечно, приглашаю уже на свой гемологический интенсив. 12 апреля ближайший состоится. Я собираю группу из 8 человек, где каждого обучу и полностью научу работать с этими гемологическими приборами. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Увидимся в следующих выпусках.